Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 сентября. И у нас коридор затмений, который начинается с 7 сентября, и это у нас лунное затмение, и заканчивается солнечным затмением в знаке зодиака Дева. А Дева – это у нас критическое мышление. Вот очень важные планетарные транзиты у нас делают судьбоносным месяц сентябрь. И я вас хочу пригласить на свой сайт. Я подробно описала эти транзиты, астрологический прогноз, то есть вот именно гороскоп для каждого знака зодиака. Но до знаков я описываю все транзиты, как это может повлиять на нас. Я подробно не останавливаюсь. Кому интересно, переходите, читайте. А мы достанем первые три карты как знаки судьбы. В описании под видео вы найдете ссылку, как и на мой сайт, и разные статьи моего сайта. Ну и по сайту тоже через меню можете попутешествовать, найти статьи по психологии тоже. Итак, три карты, три знака судьбы. Первый, второй знак и третий знак судьбы. Следующая карта. В чем вы поставили точку, а оказалось многоточие или запятая. Что прояснится? Что уйдет? Может, и вы от чего-то откажетесь, а что придет взамен? И по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь, сфера отношений, энергия финансов, ваши достижения. Первый знак судьбы. Ну, вот та дверь, которая закрыта, она никогда не откроется. Какое-то либо ожидание, которое от вас зависит целиком и полностью, когда вы его прекратите. Мы можем долго очень ждать, вот как эта девушка, может быть, уже какое-то время прошло. И она пришла, присела вот на эту ступеньку в надежде, что, ну, откроется же дверь. Но и за это время и девушка состарилась, и дверь плющом заросла. Не открывают дверь. Поэтому, может быть, как знак судьбы, если какое-то дело, которое вы пытались, ну, может быть, многократно как-то преодолеть, как барьер какой-то, а все не получается, как из нуля в рогожечку, значит, методы нужно менять. Или вы ждали конкретно, человек откликнется, но не откликнется, нужно жизнь свою опять же менять. Или вы ждали, что, может быть, даже по работе, да, пообещали. Ну, есть такая саркастическая поговорка: обещанного 3 года ждут. Так вот уже, может быть, тоже есть ли смысл ждать? Знак судьбы. Второй знак судьбы. Вам действительно нужно с чем-то определиться, привести мысли в порядок. Также и четверка мечей говорит избавиться от ментального мусора. Ну, мы действительно что-то думали, представляли по-своему, а жизнь нам преподносит новые реалии. И нам нужно пронаблюдать, к чему-то адаптироваться. Мы складываем оружие по этой карте, мы никому ничего не доказываем. Ну, может быть, и придется некоторую ловкость, хитрость проявить, я такое допускаю, ну или назовем это мудростью. Где-то мудрость заканчивается и хитрость начинается, точно не знает никто. Но нам человек, кстати, изображен как хорошо сложен человек. Он похож отчасти на атлета. Если бы не эта трость, мы бы сказали, что в черных очках человек прогуливается. Но, тем не менее, он создал такой образ человека слабовидящего. Им соответствует такое немножко вынужденное положение тела. И явно наш человек есть диссонанс, не соответствует. И трость-то его не направлена в сторону двери. Он проходит мимо. Может быть, это вам нельзя себя дать, втянуть в какие-то пустые обещания, а нужно пройти мимо. Но пронаблюдать одновременно. Как вот, ну, не какой-то длительный период времени, а именно тут уже к выводам мы подходим. Потому что дверь-то вот она сама по себе, человек наш сам по себе. Но сделать это как-то красиво, элегантно, опять же, по-хитрому. Ну, такой вот знак судьбы. И тогда будет какая-то победа, карта победителя, шестерка жезлов. Значит, вы сумеете от вашей активности, а у вас, правда, мои дорогие весы, у вас, ну, даже планетарно, очень перспективный период. И он уже начался, пусть у вас
какие-то сложности. Ну, правильно, мы же должны разобраться с тем, что нам там еще из прошлого, как говорится, в наследство досталось, да, или что мы будем продолжать, а что уже смысла не имеет. Вот есть именно такой и выбор, об этом нам и знаки судьбы. И если мы правильно прикладываем усилия в нужном направлении, вот и будет победа. Значит, это вы можете решить какой-то вопрос, это вы и решиться на что-то можете. Ну, слушайте подсказки собственной мудрости. Да, может быть, какое-то время вы вынуждены были проявлять эту дипломатию, чтобы вокруг царила гармония. Но наступает время, и эти 10 дней важны для вас. У нас колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты — принципиальное значение. 2 двери закрыты, а здесь эту дверь вы открываете сами. Здесь мы словно или в ожидании, или прохожие, а здесь мы сами хозяева положений. Поэтому вы можете изменить кардинально как и качество жизни, так и какую-то историю. Давайте узнаем, что, как, в чем вы поставили точку. Это вам так казалось, а оказалась запятая. Вы могли думать, что все, я поставил точку или поставила в каких-то отношениях, а между тем, к примеру, если мы позволяем мыслями о конкретном человеке или о конкретном деле, мы как будто снова и снова проигрываем в нашем сознании то, что уже ушло, то мы все равно находимся словно вот в этом кубе, как заложники. Может быть, и для вас какая-то ситуация, вы были уверены в том, что что-то завершилось. А, видимо, еще последние акценты не расставлены. И я так могу предположить, что вам еще в этот период сентября, может быть, и придется делать какой-то заключительный аккорд по очень знакомой ситуации. Иначе эта игра может перейти в опасность. Нам говорят, всплывай. Карта жертвенности еще 15, ой, 12 старший аркан, извините, повешенный. Это именно потому, что мы на что-то согласились. И нам человек сам демонстрирует фокусы. А вот обратите внимание, есть персона, которая наблюдает. И если мы думаем, что кто-то проявит участие, кто-то нас пожалеет, или кто-то, ну, минимальное сочувствие, напрасно мы этого ждем. Тут самому действительно нужно на что-то решиться. А окружающие, они зрители, понимаете? Вот как этот такой жестко холодный человек, вот даже лицо его нам художник изобразил, ну, оно такое, знаете, больше отталкивающее, нежели притягательное, да, или изображает какие-то добрые эмоции. Нет вот этих сочувствующих, есть любопытное и какая-то жесткость мира или какой-то ситуации. Мы как будто что-то хотели доказать, а в итоге ничего не доказали. И теперь мы должны уже всплывать, спасая самих себя. Вот вы можете столкнуться с старший аркан. Какая-то ситуация у вас доведена, неважно, с чем она может быть связана, у кого-то с личной жизнью, у кого-то это может быть и ситуация по работе. Она перекладываете на свою жизнь. Именно ситуация достигла пика. Уже терпение ваше где-то заканчивается, воздух как будто заканчивается, пора всплывать. И мы не можем себя, как будто рискуем даже, оставить без решения вот в этой ситуации. Давайте узнаем. А что же у вас прояснится? Наверное, прояснится, кто вам готов откликаться и готов ли кто-то. Но по пажу жезлов что прояснится? Пажи — это вести, поэтому я вижу, что тут придет какая-то новость. Или, может быть, это сами вы, как озарение, или когда у нас, ну, не только эврика, да, а когда глаза, мы говорим, открылись. Когда до этого видели как-то ситуацию однобоко, а тут, может быть, мы слышим, что даже как транслируется в средствах массовой информации, представляли, что жизнь пойдет вот определенным путем или ситуации будут как-то развиваться. А тут мы можем действительно получить такую новость, что движется по каким-то другим правилам и явно не моим. С одной стороны, по жезлов мы выбираем даже направление. Что мы будем изучать, в какую сторону мы вообще пойдем по этой карте. Мы можем как направление буквально задуматься даже и о переезде, о каких-то в самом начале
трансформационных моментах собственной жизни, которые вообще меняют и образ жизни тоже. У кого-то, правда, по работе зависла ситуация, и теперь нужно посмотреть правде в глаза. Может быть, и я и не могу отказаться, потому что это единственный источник дохода. Но уже на сегодняшний день совершенно отчетливо понимаю, нужен вторичный доход. Вот у кого-то просто, а вы перекладываете на свою жизнь. Это вот как две подсказки. Хорошо, давайте узнаем, что уйдет. Ну вот пусть уходит, хочется сказать, да, даже без моих слов карта обрисована так, чтобы мы понимали, это мы как в клетке, в каком-то ограниченном пространстве, дверца открытая, а мы не решаемся. Какая-то нерешительность у вас уходит. Или когда наступает тот волшебный момент, когда нам просто надоело. Вот посмотрите, два ограниченных пространства. С одной стороны куб, с другой стороны девятка мечей. Ну, должна какая-то история быть закончена. Причем закончить ее должны вы сами. А что придет взамен? Умеренность. Нельзя сказать, что прямо тут какой-то квантовый скачок. Это карта спокойствия. Может быть, какой-то период вы вынуждены восстановить силы. Но по умеренности, если врата закрыты, да, девушка набирает свои кувшины, и ворота откроются сами. По умеренности его величество случай иногда проходит. И знаете, если мы рассматриваем карту как совет, да, что приходит, готовому быть к альтернативным вариантам, услышать какую-то новость, которая пусть не вписывается в наши планы, или мы не можем ее как-то так вот осознать, понять, а это из разряда иррационального. Это могут быть и подсказки нашей собственной интуиции, слушайте. Ну, считайте это. Интуиции иногда говорят, что это как ангел разговаривает с нами, поэтому подсказкам нужно быть внимательным. Это старший аркан. А для кого-то из вас есть знакомая до боли тема, которую невозможно решить с позиции логики, рационализма, ну, может быть, и здравого смысла тоже. И тогда интуиция, опять же, дает альтернативный вариант. Здесь что-то лежит на грани. И на грани, знаете, тут ведь никто вам ничего не обещает. Самому нужно решиться. А где найти в себе силы? И у кого-то это как поиск собственных сил. И тогда мы выходим, в конце концов, из этой клетки, просто хотя бы первый шаг. А потом, может быть, искусство мелких шагов. Но главное увидеть эту реальность, как будто познакомиться с ней заново. Но для адаптации вам нужно будет еще какое-то время. Может быть, это у кого-то действительно связано с поездкой, с переездом или с какими-то важными решениями, подписаниями бумаг. Личная жизнь, любовь. Ну, вот такой период осознания. Правда, прочитайте астрологический прогноз на моем сайте, потому что мы как будто должны исцелиться. Исцелиться от какого-то наваждения, от бессмысленного ожидания пустого, да, от тех надежд иллюзорных, которые не могут осуществиться. И не обязательно это у кого-то напрямую связано именно с любовью или с проявлением конкретного человека, людей в наш адрес. Но этого не происходит. Это вот как происходит то, что как закрытая дверь. А мы можем только наблюдать. Либо мы за закрытой дверью, либо мы как, ну, вот зрители. Или, может быть, нам временами любопытно, но от этого суть-то проблемы не меняется. Это мы все равно в каком-то замкнутом пространстве. Вот, видимо, задача из этого периода ограничений вам выйти. И правда, тут начало, как и восстановить силы, но снять какие-то розовые очки, ведь это карта иллюзорности. Может быть, эта карта говорит еще какая-то путаница, много желаний. А все же эта карта прокрастинации будет говорить: а ты пробуй. Пробуй, может быть, одно что-то попробовала. Попробуй потом себя в каком-то другом варианте. Может быть, это и касается даже личной жизни. Ну, пробуй найти взаимопонимание. Если видишь, что человек никакого взаимопонимания нет, тогда чего ты ждешь? Делай выводы. И меняй уже свою жизнь. Тут прокрастинация именно не должна затянуться. Ну, точно так же, где-то это ведь даже не про любовь, а то, что вы чувствуете.
Словно хочется расслабиться, не хочется над собой делать какие-то усилия, а тем не менее это прокрастинация или ожидание удобного момента. А нам говорят, да уже вчера был этот удобный момент, а теперь ну просто необходимо, жизненно важно. А здесь не хочется как будто пробуждаться, потому что что-то мы тут видим такое, что нас, ну, как заставляет в надеждах, может быть, проживать, что новую жизнь или вот те надежды, когда нам кажется, мы перенесем в день завтрашний, но на самом деле этого не произойдет. Финансы. Ну и с финансами, мои дорогие весы, будьте тоже внимательны. По рыцарю кубков мы можем делать кому-то подарки, мы можем участвовать в жизни какого-то человека. Это приятные эмоции. Может быть, буквально какая-то ситуация, пока такое, увы, может быть. Вот предыдущие карты. Банально. Вы кому-то помогаете, вам откликаются. Но если вы не можете помочь, все-таки финансы, то тогда и ваш адрес – закрытая дверь, глухая стена или зависшие отношения. То есть какая-то может быть зависимость между чувствами и деньгами. Может быть и так. Поэтому, как вот по рыцарю кубков, вообще радость есть. Стало быть, я могу предположить, ну, может быть, какие-то или получение, выплаты, или предвкушение таковых, или, может быть, какие-то подарки, мои дорогие весы. Ну, могут быть такие приятные какие-то моменты. Или вам могут что-то такое обещать. Ну, вот рыцарь кубков, да, он вдохновлен. Карта говорит, ты вдохновись моментом, но ты себя чем-то побалуй. Потому что дверь у нас, грот, за вот этим ледяным водопадом, да, как ледяной душ нам как будто нужно пройти, прежде чем мы попадем в этот грот. И, кстати, нам не говорят, что то, что мы увидим, нам понравится. Но кто знает, может быть, проходя под этим ледяным дождем или водопадом, у нас и протрезвление как будто наступает. Мы видим вещи, но вот как очнулись. До этого мы не видели чего-то или были во власти эмоций, предубеждений. Вот какая-то подобная ситуация, когда явно ничего не происходит, но вам с этим нужно определиться. Какая-то стратегия, тактика, мои дорогие весы. И посмотрите, ведь на вас никто не воздействует, вас никто не поторапливает, вас никто не принуждает. Тут весь вопрос в вашем желании. Какие цели вы перед собой поставите. Как и в личной жизни, так и в финансовых, в каких-то делах, ну и в ваших достижениях. Вот почему такой расклад у нас с вами. Смотрите, еще одна семерка. Но всегда семерка – это движение или воздействие со стороны. Но здесь в виде иллюзии, это нам снится, да, или мы пребываем. Движение, опять же, происходит, но оно там не с нами, оно там где-то, может быть, даже вообще виртуально. А по семерке мечей называют вообще-то карта вора. Хотя ни в одной колоде не прописано, но всегда карта говорит, ты вообще будь внимателен. Тут нам художница представлена, которая думает, что вот она сейчас что-то, как дверь нарисует, а настоящее откроется, произойдет чудо. Это на достижение. Мы знаем, чудо не произойдет. Знаете, нельзя слишком заблуждаться в отношении вам некоторых персон. Вот это точно. Я не могу сказать, к чему это будет относиться. У кого-то к личной жизни, у кого-то к работе. А главная карта – шестерка жезлов. Вы можете выйти победителем. Вас кто-то может пытаться кормить лестью или пытаться увести как с пути истинного. Так вот, будьте реалистами, мои дорогие. Вы какой-то выбор должны сделать именно в тот период. Вот, может быть, именно этим сложно, когда не хочется о чем-то думать, хочется успокоиться, хочется спокойствия, хочется неги, расслабленности, отдыха и, тем не менее, работы интеллекта. Но вообще-то мечи, интеллект – это по вашей части. Видимо, есть то, что вы должны для себя четко определить. Я вижу так в эту декаду. А что это? Давайте узнаем. Что это такое? Ого. У вас на кону ваше благополучие, карта императрицы. Это карта статуса. Это все сразу. Это и достижение, поскольку у нас императрица очень плодовита. Она плодовита сама по себе. Кто-то мечтает о семье, о детях, теплом уютном доме. И это все реально.
Но мечтать мало, нужно как-то действовать, нужно идти к этому. Может быть, тезис, план создать, или план минимум, план максимум, а может быть, планы А, Б, С, да, там по списку. Попробовать одно, не сработало, отказались, что-то другое пробуем. Тут и методы нужны другие. Тут и надеяться-то нужно на самую себя, вот, мои дорогие, неважно, кто смотрит. Может быть, это вот что делать, мы говорим. Императрица всегда тоже, вот помощь мы говорили, но эта помощь, она должна быть чем-то обусловлена, потому что она думает о себе. Вот и вам нужно о себе думать, неважно, с какой вы позиции находитесь. У кого-то вопросы жилья, надоело вот в этой клетке сидеть, нужно уже что-то думать о собственном жилище или, может быть, ну, тут у каждого своя ситуация. Ну, может быть, нужно переехать, съехать, снять жилье. Ну, как-то менять начать свою жизнь. Не говорить, что вот я сейчас не могу, так а вот и завтра это будет такое же, как и сегодня, только иллюзии, только мечты. Нужно, время настало воплощать свои мечты. И искать для этого соответствующие варианты, мои дорогие. Об этом нам карта императрица. Тут сразу старший аркан. У вас есть для этого возможности. Победителя карта. Я даже дополнительно уже не потяну, потому что императрица говорит сразу о том, что ты ресурсен, но надейся сам на себя. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.